Всем привет, друзья! Прибыл я в Норвегию. Сегодня утром съехал с парома, и вот я спустя 700 километров добрался до городка, очень интересного такого. Здесь, можно сказать, новая сделана стоянка для грузовиков, очень такая большая, но летом сюда не попасть, так как очень много автобусов. А почему здесь так много автобусов? Потому что здесь находится один из самых крутых зоопарков в Скандинавии. Бьорн Паркен он называется, если я ничего не перепутал. Вот, в названии я имею в виду. То, что он здесь находится 100%, он прямо за моей спиной. Вон там он где-то на горе. Завтра утром мне нужно будет преодолеть перевал. Как видите, сейчас сухая, классная погода, минус 4 где-то. На перевале я сейчас смотрел погоду, там уже за минус 10 выходит. То есть дорога должна быть утром у меня хорошая. В общем, отснимаем последние кадры на 300 и дальше уже будет начинаться совсем другая история. Так что сейчас 11 часов паузы и поедем. Ой, проснулся с горем пополам. Посмотрим, что у нас там. Ну, хорошо пока все. Так что собираемся и выезжаем. Я не знаю, друзья, научите меня ложиться раньше. Просто вот 12 часов, вот раньше я никак не могу лечь, хоть убей. И выключаешь ноутбук, и ложишь телефон, и у тебя просто в башке начинается вот этот какой-то там непонятный там, блядь, полеты в космос, и то есть, а что под землей и так далее, то есть, ужас. Ой, небольшой минус этой стоянки, где я нахожусь. Нахожусь я в городке, кстати, под названием Фла, там, где вот зоопарк этот находится. Я бывал в нем и не раз. В моих видео звучал уже этот городок. И минус здесь такой, что туалеты открываются, когда открывается торговый центр. А торговый центр открывается в 7, точнее, его маленькая часть, где магазин находится Рема. Мой самый любимый магазин, где продаются хорошие дешевые креветки. И поэтому вот с 7 утра он только открывается. Но я же трудоголик, и в 5:30 у меня на данный момент местного времени. Мне 30 минут я сам себе выделил, чтобы позавтракать. Сейчас попью чай, умою лицо, почищу зубы. Почему так? Потому что по прогнозу погоды с 7-8 утра дальше, где я буду ехать, начнется снег. Насколько этот снег там сильный, то есть непонятно. Пишет вроде бы не сильный, но я погоде особо не доверяю, поэтому всякое может быть. Тем более на перевале ситуация может меняться с каждыми там 10 минутами. То сильный, то не сильный, то метель, то не метель. Сейчас ветра нету здесь на низу, как бы все хорошо вроде бы. Вот, но посмотрим. Даже у меня что-то мысли такие закрадываются, поехать полностью по семерке. Мы будем ехать, у нас будет информационное табло, что по дорогам будет написано. Я думаю, будет все открыто. И я посмотрю еще пару камер и приму решение уже перед развязкой на 52-ю, на семерку поехать. Какой дорогой мне поехать? Никогда не завтракайте в 5-6 утра. Это вредно для настроения. Разлил на себя чай. Разлил чай на свежевымытый ковер. В общем, нормально. И обжег еще себе все хлебало горячим чаем. Вот такой вот завтрачек у меня вышел. Вообще, в основных случаях, когда у меня выходит так рано завтракать, то я тупо не завтракаю вообще. Но сейчас была другая ситуация, так как впереди у меня больше нету моих заправок, где я пью бесплатный кофе. То есть обычно как? Я где-то в Норвегии знаю, что через там часик, через полтора у меня будет заправка «Циркуль». И я стартую до этой заправки, потом уже останавливаюсь и спокойно завтракаю.
Вот, а сейчас впереди у меня ее уже не будет далеко очень. Поэтому я принял решение, думаю, через силу, но попробую что-то в себя запихнуть. В общем, все, мчим мы в сторону гор и до информационного табла, посмотрим, что нас там ждет, и потом я просмотрю на ноутбуке камеры. Ехал я, нарвался на снегочистилку. Ну, не снегочистилку, он поливал чем-то дорогу. Кстати, да, что очень странно, так как в Норвегии обычно посыпают, но так как был асфальт еще, то он чем-то поливал. Чем, я не знаю. И, значит, что я, в принципе, не хочу. Кто помнит мое видео, кто давно меня смотрит, как я увольнялся, и я демонстрировал, как работает свет в Renault ближний и дальний. И то есть, что меня он тоже также не устраивал, помимо основных причин. И многие там повылазили такие умники, которые тоже писали, что там, да ты там придираешься, да туда-сюда, да едь там на КамАЗ, да тыры-пыры, цвет тебе не нравится. Ну так вот, просто я вам оставлю в комментарии первом закрепленном, да, временной код, по которому вы сможете перейти и посмотреть этот момент видео. Но это не точно. Я вам оставлю ссылку на это видео и временной код, который, в принципе, вам нужно просто по нему будет перейти, и вы, чтобы не смотреть, короче, все видео. Вот это дальний свет, ребят, это родной дальний свет. У меня в данный момент, кто обратил внимание, кто нет, у меня сейчас не установлено дополнительное освещение. Только стоят над козырьком две фары, это родные фары Scania. Ну, это зависит от комплектации, возможно, машины или как, я не знаю. Потому что у некоторых есть, у некоторых нету. Это ближний свет. Да, ближний свет у меня стоит здесь Xenon. И вот вы сравните, какой был ближний свет на Renault, и какой дальний здесь, и какой был дальний на Renault. И вы поймете, почему я придирался. И потом у нас будет третье сравнение, оно будет еще круче. Когда я сяду на трехосник, там стоит две дополнительные фары. То есть там светит просто вообще круче, чем, я не знаю, что можно будет увидеть под таким освещением. Ну, в общем, мы это все дело с вами сравним, чтобы наглядно было понятие, какой должен быть свет в Скандинавии. Информационное табло даже было вообще выключено. Все дороги открыты, поэтому я сейчас по-быстрому просто пробегусь по камерам. Остановился я в городке Гол, развязка на 7-ку и 52-ю. Хоть и темно, но то, что мне конкретно нужно, я это увижу. Поэтому особо я не переживаю. Сайт у нас старый добрый Вегвесен. Немножко на нем произошли обновления, изменения внутреннего интерфейса. Но все так же, вот веб-камеры, пожалуйста. Итак, мое местоположение показало уже, я в Голе. 52-й, минус 4 градуса, ни хрена не видно. Что подальше чуть-чуть идет снег уже. Притом такой добротный, да, минус 7,2. Так, что прорезается картинка, валит, ух, как валит. Ясно. Все, давайте 7-ку посмотрим. 7-ка. Ну, такое, да. Получше пока что. Следующий подметает. Хорошо. Так, идем чуть дальше. Перевал. Ничего не понятно. Здесь у нас что? Тоже ничего не понятно. Очень круто. Температура какая показывает у нас? Здесь должна показывать 0,2 миллиметра. Ветер 10. Хорошо. Еще выше. Так, это у нас вообще где?
Ага, там уже нормально. Ага, и здесь нормально. Спуск, значит, хороший. Подъем. Подъем не совсем непонятен, конечно. Но. Еще раз я посмотрю. Минус 4,8. Нормальная дорога, по такой, как я и ехал. Гейла. Дорога открыта. Движения нету. Ребят, едем по семерке. Вот что я решил. Ну и в этом видео вы узнаете, правильно ли я выбрал дорогу или нет. Добрались мы до Гейла городка. Был он у меня уже на моем канале, здесь были велогонки. И, значит, основной сейчас, ну не основной, а первый подъем, который мне дал забраться на 760 метров, я проехал. Не сказать, что успешно. Немножко я буксовал, ну вот, педаль вжал и не отпускал, старался ловить центральную вот эту вот снежную дорожку, либо немножко прижиматься к обочине, но сильно, сами понимаете, что не прижметесь, потому что можете соскочить. Ну и, в общем, скрипя зубами, но я поднялся внизу, потому что было немножко минус 3, минус 2 плавало, в общем, гололед немножко словился. Повезло мне вытянул я за счет резины, которую мне здесь, естественно, поменяли. И стоит зимняя хорошая, хоть и наварка, но хорошая, я считаю, потому что мягкая, ламель хорошая. В общем, резина неплохая. За счет нее я сейчас и вытяну. И сейчас я, наверное, дотяну до шлагбаума, который будет перед основным перевалом. И уже посмотрю еще раз камеры, что происходит наверху. Потому что, я говорю, ситуация просто здесь начала меняться с каждые 10 минут. Она все ухудшается и ухудшается. Как и на 52-й, так и на 7-й. Почему я выбрал еще семерку? Потому что трафика здесь меньше. И поэтому на 52-й, я думаю, сегодня. А сегодня у нас 21 ноября. Я думаю, на 52-й будут висяки. По-любому будут висяки. Потому что туда идет весь поток грузовой. Практически весь. По семерке идет мало кто. И я поэтому выбрал семерку. Но вес, конечно, у меня немножко большой. И, в общем, совокупность не хватает тяги. 440. Притом умерло уже сколько неизвестно из этих 440. В общем, такие вот дела. Сейчас посмотрим, значит, минус 6 уже в этом районе. И смотря какой будет зацеп, если пойдут посыпалки, то за посыпалкой можно будет смело, в принципе, идти без цепи. Добрались мы с вами до шлагбаума, который еще открыт. И нужно мне не терять время, а прорываться. В общем, морозик стал, поэтому здесь уже мне более-менее комфортно ехать. И дальше посмотрел по камерам, в принципе, должно быть в теории получше, но это пока что. Поэтому я и говорю, что сейчас буду я прорываться, никакие цепи я не буду одевать. Вот так немножко меня закидало. Вот мои висят, в случае чего, спасители. Видите, трактор стоит на цепях. Он до весны здесь, до лета будет на цепях стоять. Чем-то воняет у меня. Что-то я где-то подпалил, возможно, пока буксовал в подъем. Ну что ж, прорываемся.
Ну что, спустился я удачно с перевала, без, так сказать, без происшествий, да. Вот, сухая была уже дорога, морозик небольшой, поэтому вполне отлично. И сейчас, как видите, здесь вообще снега нету. Мне до Бергена осталось 80 километров, сейчас небольшой перерыв и поеду в сторону выгрузки. Все, друзья, ставьте лайк, до новых встреч, всем пока!